Шумеры боялись не самой змеи, они боялись того, что могло прийти вместе с ней. Представьте, глубокая ночь, глиняный дом, дверь заперта изнутри. Вдруг вы слышите шорох. Смотрите вниз, змея медленно ползет через комнату, но вы точно знаете, войти ей было неоткуда. Она не нападает, не шипит, просто пересекает пол и исчезает в темной щели. Утром щели нет, только гладкая стена. И вот здесь обычная змея превращается в нечто совсем другое. В мире шумеров животное могло быть знаком, но змея была особенно странным знаком. Она появлялась из-под земли, сбрасывала собственную кожу и продолжала жить так, будто с ней ничего не произошло. Старое тело оставалось позади, а сама она двигалась дальше, будто смерть не имела над ней власти. И если вы жили 1000 лет назад, разве не возник бы вопрос, что именно вы видите перед собой? Животное или что-то, что умеет возвращаться? Возможно, поэтому змея оказалась связана с тайной, скрытой силой и тем, что находилось за пределами человеческого взгляда. Но если змея была всего лишь символом, почему ее изображали именно там, где человек просил защиты? Почему рядом с человеком появлялся образ существа, которого следовало бояться? Потому что древняя логика была страшнее современной. Иногда опасность не уничтожают, ее призывают встать на твою сторону. Представьте, амулет с изображением змеи. Вы носите его не потому, что доверяете змее. Вы носите его потому, что надеетесь, если она действительно знает, что скрывается во тьме, она встанет между вами и этим. Но тогда возникает вопрос, от которого становится не по себе. От чего именно должна была защищать змея? От болезни, от колдовства, от невидимой силы или от чего-то, чему человек даже не решался дать имя? Возможно, мы никогда этого не узнаем, но одна вещь очевидна. Змея не нуждалась в огромных клыках или силе хищника, чтобы стать символом страха. Ей было достаточно появиться без предупреждения. Но уважение к ней было странным. Чем сильнее люди боялись неизвестного, тем чаще они пытались изобразить его рядом с собой. Вы можете убить змею, но если она была знаком чего-то другого, уничтожить этот знак уже невозможно. И тогда ее появление означало совсем не то, что казалось на первый взгляд. Возможно, это был знак не о том, что опасность приближается. Возможно, это был знак, что опасность уже находится рядом, просто человек еще не знает, где искать. Если вам интересны древние тайны, поставьте лайк и подпишитесь, потому что самое страшное здесь даже не то, что шумеры боялись змеи. Страшнее другое. Иногда ее изображение могло означать, что человек столкнулся с чем-то, чего не должен был видеть. И если змея действительно была предупреждением, остается один вопрос. Что могло быть настолько страшным, что даже ее считали защитой от него? Однажды утром шумер мог открыть дверь и увидеть следы льва прямо на пороге. Хищник приходил ночью, подходил к дому, стоял у самой стены, но не нападал, не ломал дверь, не трогал людей, просто уходил до рассвета. И самое страшное в такой встрече было бы не то, что лев мог сделать, а то, что он не сделал. Потому что если зверь способен убить тебя, но почему-то решает этого не делать, ты начинаешь задаваться вопросом «почему?». Для человека древней Месопотамии лев был не просто хищником. Он был воплощением силы, которую невозможно уговорить, запугать или заставить подчиниться. Перед ним стены города вдруг становились всего лишь глиной, оружие – бесполезным предметом, а человек – существом, которое может оказаться добычей за несколько секунд. Представьте рассвет у городских ворот. Стражник смотрит вдаль и видит льва. Тот не крадется, не прячется, просто стоит и смотрит на стены. Внутри города люди вооружены, на башнях стража, ворота закрыты, все под контролем. Но лев ничего этого не знает и, кажется, даже не признает. Он стоит перед человеческим городом, так, будто это человек находится на его территории. Именно поэтому образ льва мог становиться символом царской силы.
Но здесь начинается странность. Если лев означал абсолютную мощь, зачем древним было снова и снова изображать его рядом с человеком? Не просто рядом, иногда в сценах, где человек его побеждает. На первый взгляд, это обычная демонстрация власти. Царь сильнее зверя. Но если смотреть глубже, возникает неприятный вопрос. Зачем человеку вообще доказывать, что он сильнее льва? Возможно, потому что лев представлял не просто животную опасность. Он представлял силу, которую человек хотел подчинить. Но некоторые изображения заставляют задать другой вопрос. Что если сцена победы над львом была не воспоминанием о настоящей охоте? Что если она должна была показывать не победу человека над зверем, а победу над тем, что лев символизировал? И тогда изображение превращалось уже не в украшение. Это становилось заявлением. Человек способен победить даже то, чего боится. И именно здесь появляется тревожная деталь. Если ты снова и снова изображаешь одну и ту же победу, возможно, ты не просто празднуешь ее. Возможно, ты боишься, что однажды она перестанет быть твоей. И снова на камне появляется лев. И снова человек стоит напротив него. Один раз охота, второй – подвиг, третий – символ власти. Но сколько раз нужно повторить победу, чтобы самому поверить, что ты действительно победил? Потому что за городскими стенами существовал мир, где человеческие правила переставали работать. Там не было царей, не было законов, не было ворот. Только голод, ночь и хищник, который не признавал человеческого превосходства. И поэтому лев одновременно становился символом власти и напоминанием о ее границах. Человек мог изобразить себя победителем, но настоящий лев все равно оставался где-то за стеной. Если вам интересны древние тайны, поставьте лайк и подпишитесь. Потому что здесь возникает вопрос гораздо страшнее обычной охоты. Если лев символизировал силу, которую человек должен был победить, кто или что стояло за образом самого льва? И почему древние иногда показывали рядом с ним того, кто способен заставить даже этого хищника отступить? Самое страшное в собаке не ее клыки, а момент, когда она вдруг перестает вас защищать. Представьте шумерский дом глубокой ночью. Дверь заперта, очаг почти погас. Внутри тихо. Собака лежит у входа, там, где ей и положено быть. И вдруг она поднимается, но не смотрит на дверь, не смотрит на улицу. Она смотрит прямо на вас. Вы зовете ее, она не подходит. Делаете шаг навстречу, она отступает. Еще шаг, и собака прижимается к стене, не сводя с вас глаз. А потом начинает скулить. В комнате ничего не изменилось, по крайней мере для вас. И вот здесь обычный защитник превращается в загадку. Почему животное, которое должно охранять человека, вдруг боится находиться рядом с ним? Для шумеров собака была слишком близка к человеческой жизни, чтобы оставаться просто животным. Она охраняла дом, сопровождала человека, чувствовала запахи и звуки задолго до того, как их замечал хозяин. Но именно эта близость делала ее поведение тревожным. Если собака внезапно меняла поведение, человек мог воспринимать это не просто как странность. Это мог быть знак. И тогда возникает вопрос, что она почувствовала раньше человека? Болезнь? Опасность? Чужое присутствие? Или нечто, чему вообще не было места в доме? Здесь появляется странная связь. Собака была связана с Гуллой, богиней врачевания, которую почитали как силу, способную вернуть человеку здоровье. В древней Месопотамии собак приносили в святилище Гуллы, а их изображения связывались с исцелением. На первый взгляд все понятно. Верный защитник рядом с богиней, которая защищает человека от болезни. Но если присмотреться, возникает тревожный парадокс. Чтобы лечить болезнь, нужно сначала ее обнаружить. А значит, животное, связанное с исцелением, одновременно оказывалось символом того момента, когда человек еще не понимает, что с ним что-то происходит. Представьте,
Утром вы чувствуете себя совершенно нормально, но собака всю ночь не подходит к вам. Она смотрит, отступает, не спит. Вы ничего не замечаете, а потом происходит то, чего никто не ожидал. Возможно, именно поэтому поведение собаки могло казаться таким пугающим. Она могла реагировать на то, что человек обнаруживал только потом. И здесь граница между защитником и предвестником становилась почти незаметной. Вы могли доверить собаке охрану своего дома. Но что, если однажды она переставала охранять дверь? Что, если она вообще переставала смотреть наружу? Что, если ее внимание было направлено только на вас? Тогда возникает страшная мысль. Возможно, опасность уже не находится за дверью. Возможно, она уже внутри. И собака это поняла первой. Поставьте лайк и подпишитесь, если хотите продолжение, потому что самые страшные древние истории начинаются именно там, где обычное поведение животного вдруг перестает иметь обычное объяснение. И если шумеры действительно доверяли собаке охранять человека, остается вопрос, кого они боялись больше, того, кто мог войти в дом, или того, кто уже находился внутри. Вы просыпаетесь ночью от ощущения, что кто-то стоит у вашей постели. Открываете глаза — никого. Только маленький скорпион на полу. Он неподвижен, смотрит в вашу сторону. Вы отодвигаете лампу — он не убегает. Подносите огонь ближе — не двигается. А потом медленно разворачивается и ползет к двери. Будто знает, что вам нельзя оставаться здесь. Вы следуете за ним. Он пересекает двор, исчезает в темноте и останавливается у древних ворот, которых раньше здесь не было. На камне изображение скорпиона. Под ним нет надписей, нет имени, только знак. Вы делаете шаг вперед, скорпион поднимает хвост. И в этот момент понимаете, он не пытается напасть, он пытается не дать вам пройти. Для шумера скорпион был слишком странным существом, чтобы оставаться просто ядовитым насекомым. Он прятался днем, выходил ночью и мог убить человека почти без предупреждения. Но именно его образ встречается там, где требовалась защита. И вот здесь начинается загадка. Зачем изображать на воротах существо, которое само способно причинить смерть? Возможно, потому что древние считали, некоторые угрозы лучше не уничтожать, их нужно поставить на охрану. Скорпион становился не только жалом, он становился запретом, знаком, который словно говорил «дальше нельзя». Но почему? В месопотамских преданиях появляются таинственные стражи со скорпионьими чертами, охраняющие проход, который ведет туда, куда человеку лучше не заходить. Они стоят неподвижно, не преследуют, не угрожают, просто ждут того, кто осмелится подойти. Но самое страшное в них даже не их вид. Они стоят там не потому, что хотят кого-то поймать. Они стоят там, потому что кто-то должен остаться по ту сторону. Представьте, что вы спрашиваете их, что находится за воротами. Они молчат. Вы спрашиваете снова. Никакого ответа. Только тяжелое жало поднимается над их спиной. И вы понимаете, они не охраняют вход. Они охраняют то, что не должно выйти. Именно здесь скорпион становится по-настоящему пугающим. Если существует страж, значит существует граница. Если существует граница, значит за ней что-то находится. А если страж не выпускает вас внутрь, возможно, он одновременно не выпускает наружу то, что находится там. И тогда возникает совсем другой вопрос. Чего древние боялись? Больше того, что находится за воротами, или того, что произойдет, если ворота открыть? Поставьте лайк и подпишитесь, если вам интересны древние тайны, где за символом может скрываться история, которую люди пытались сохранить тысячи лет. Потому что, возможно, его жало было самым нестрашным из того, что находилось по ту сторону этих ворот. Но тогда остается самое неприятное. Стражи не ставят там, куда никто никогда не пытается войти.
Самое страшное животное этой истории не лев, не змея и даже не скорпион. Это бык, потому что его силу человек не мог просто уничтожить. Представьте, шумерский храм глубокой ночью. Все уже ушли, факелы догорают, внутри темно. И вдруг из глубины храма раздается тяжелый удар копыта, потом второй, потом третий. Вы идете на звук, коридор пуст, дверь заперта изнутри, но за ней снова слышится дыхание огромного животного. Вы открываете дверь, внутри никого, только каменное изображение быка, неподвижное, холодное. И все же на пыльном полу перед ним видны свежие следы копыт. Конечно, это наша мистическая реконструкция, но она передает одну вещь, которую древний человек мог чувствовать гораздо сильнее нас. Страх перед силой, которую невозможно заставить подчиниться. Для шумеров бык был не просто огромным животным, он был связан с мощью, плодородием, царской властью и божественной силой. Его рога становились знаком могущества, его рев мог напоминать гром, его тело символизировало силу земли. И здесь появляется странный парадокс. Если человек действительно считал себя хозяином мира, зачем ему было постоянно изображать рядом с собой существо, которое одним ударом могло его уничтожить? Возможно, ответ намного страшнее. Человек не утверждал свою власть над быком, он признавал, что есть сила, которой он не владеет. Представьте царя, перед которым склоняются тысячи людей. Он может приказать построить город, может отправить войско, может наказать любого, кто ослушается. Но он не может приказать дождю, не может заставить землю дать урожай, не может остановить засуху, не может сказать реке, куда ей течь. И именно здесь бык становится страшнее любого хищника из этой истории. Лев может напасть на человека, скорпион может ужалить, змея может исчезнуть в темноте. Но бык символизирует силу, которой зависит сама жизнь человека. А зависеть от силы, которую невозможно контролировать, иногда страшнее, чем просто бояться ее. Возможно, поэтому бычьи образы связывались с богами и царями. Человек хотел получить их мощь, но одновременно признавал, эта мощь принадлежит не ему. Он мог поклоняться ей, мог приносить ей дары, мог изображать ее на стенах и печатях, но он не мог приказать ей остановиться. И теперь возникает самая странная мысль во всей этой истории. Что если эти животные для шумеров были не просто священными символами? Что если они были своеобразным языком страха? Змея могла напоминать о том, что существует неизвестное. Лев о силе, которую человек не способен полностью подчинить. Собака о том, что опасность может заметить тебя раньше, чем ты заметишь ее. Скорпион о границе, которую нельзя пересекать. А бык о силе, без которой человек не может существовать. 5 животных, 5 разных страхов, и чем больше мы смотрим на них вместе, тем страннее становится картина. Возможно, шумеры не пытались сделать животных богами, они использовали их как лица для того, что не могли объяснить. Когда человек видел змею, он видел тайну, когда встречал льва – силу, когда собака внезапно начинала вести себя странно – предупреждение, когда замечал скорпиона – запрет, а когда смотрел на быка, понимал собственную зависимость от мира, которым не управлял. И вот здесь вся история переворачивается. Мы привыкли думать, что древние боялись животных, но, возможно, они боялись не животных вообще, они боялись того, что животные могли означать. Потому что если за каждым образом скрывалась определенная угроза, то эти изображения могли быть не украшением, они могли быть предупреждениями. И самое неприятное в том, что предупреждение не обязательно объясняет, от чего именно нужно спасаться. Иногда оно просто говорит: «Будь осторожен, ты подошел слишком близко». Возможно, поэтому одни и те же существа могли одновременно защищать человека и пугать его. Чтобы получить защиту, нужно было признать существование опасности. Чтобы попросить силу, нужно было признать собственную слабость. Чтобы перейти границу, нужно было сначала увидеть стража, а чтобы понять знак, нужно было знать, чего именно бояться. Но если шумеры действительно оставляли такие знаки, возникает вопрос, который мы уже не можем задать им напрямую. Что они пытались предупредить друг друга увидеть, и почему некоторые символы пережили самих людей? Может быть, мы смотрим на эти изображения тысячи лет и видим просто животных, а они видели нечто совершенно другое. Возможно, для них это были 5 предупреждений, закодированных в образах живых существ.
И, может быть, самое страшное предупреждение из всех то, смысл которого мы уже забыли. Потому что, возможно, самое страшное из этих 5 животных не то, которое способно напасть на вас, а то, которое первым замечает вас в темноте и не издает ни звука. Поставьте лайк и подпишитесь, если хотите еще больше историй о тайнах древнего мира. А теперь напишите в комментариях, какому из 5 животных вы бы доверили защищать вас ночью – змее, льву, собаке, скорпиону или быку, и какого из них вы бы не хотели увидеть у своей двери ни при каких обстоятельствах.